不想被灭杀，这个翻身的就继续努力吧。超脱轮回的机会，我们东帝圣地就看你的了。 После того, как Ло Фэн скрылся внутри башни звезд, 7 мастеров вселенной продолжили атаковать его. Мастер теневой пыли немедленно связался со вторым истинным богом и попросил о помощи. Однако второй истинный бог прекрасно понимал установленные Дуань, Дунхэ правила. Они не могли просто вмешаться и напрямую уничтожить другого кандидата. Если нарушить правила испытания, последовало бы немедленное наказание. Седьмой истинный бог обладал высшим истинным сокровищем – ледяной утесной крепостью. 3 крупнейшие силы начали искать подходящего кандидата. В конце концов, представитель священной земли Восточного Императора согласился рискнуть. Им стал мастер Желтой реки. Седьмой истинный бог передал ему ледяную утесную крепость и начал подготовку. Все остальные эксперты отступили, освобождая пространство вокруг башни звезды. Внутри башни Ло Фэн спокойно наблюдал за происходящим. До этого атаки 7 мастеров вселенной практически не могли причинить ему вреда. Он мог продолжать постигать игру Носорога Императора, пока снаружи противники бессмысленно расходовали свою божественную силу. Именно поэтому Ло Фэн не собирался выходить. Но теперь перед ним находилось высшее истинное сокровище. Выражение Ло Фэна стало серьезным. Он прекрасно понимал, что если ледяная утесная крепость сможет действительно подавить башню звезды, то ситуация изменится. Его главной целью оставалось постижение игры Носорога, Императора, и он не мог позволить себе оказаться запечатанным на слишком долгое время. Мастер Желтой реки поднял ледяную утесную крепость. Огромная сила мгновенно распространилась по коридору. Пространство вокруг словно застыло под тяжестью этого высшего истинного сокровища. Все взгляды сосредоточились на башне звезды. Ло Фэн не двигался. Он прекрасно понимал, что противники все еще не знали главного. Они считали башню звезды просто чрезвычайно мощным, дворцовым истинным сокровищем. Но на самом деле ее уровень давно вышел за пределы их представлений. В этот момент ситуация вокруг наследия Дуань Дунхэ также начала постепенно меняться. В лодке Мавзолея находилось огромное количество кандидатов, и практически каждый из них продолжал постигать игру Носорога Императора. Однако Ло Фэн уже давно оставил остальных позади. Затем появился Дуань Дунхэ. Его фигура вновь возникла над коридором жизни и смерти. Взгляд Дуань Дунхэ остановился на багровой башне звезды. После этого его голос разнесся по всему коридору Ло Фэн. Млечный путь достиг минимального требования. Эти слова мгновенно вызвали огромную реакцию. Все прекрасно понимали, что означает это заявление. Ло Фэн первым достиг установленного Дуань Дунхэ порога. Хотя многие кандидаты потратили сотни лет на постижение игры и надеялись постепенно сократить разрыв, теперь стало ясно, что их расчеты были ошибочными. Ло Фэн не только сохранил преимущество, но и первым получил признание Дуань Дунхэ. Багровая башня исчезла. Из нее появился Ло Фэн в серебряных доспехах. Он спокойно поклонился Дуань Дунхэ. Однако Дуань Дунхэ сразу объяснил главное: достижение минимального требования еще не означало получение наследия, это была лишь первая ступень. Кандидатам необходимо было продолжать постижение игры Носорога Императора. Чем дальше они продвинутся, тем выше станет их уровень среди претендентов. Самое важное заключалось в том, что требования действительно различались в зависимости от уровня жизни кандидата. Для бессмертного базовым порогом были 500 стадий, для вселенского почтенного – 1000, для мастера вселенной – 1500, а для истинного бога – 2000. Именно поэтому успех Ло Фэна имел огромное значение. Но Дуань Дунхэ приготовил ему еще один сюрприз. Вокруг Ло Фэна появился особый дворец, сформированный силой кристаллического столба. Это была защита, которую Дуань Дунхэ предоставлял прошедшему минимальное требование кандидату. Затем Дуань Дунхэ объявил правила: тот, кто посмеет атаковать Ло Фэна, будет уничтожен. Эти слова полностью изменили положение дел. До этого различные силы постоянно искали возможность помешать Ло Фэну. Теперь же они больше не могли безнаказанно вмешиваться в его постижение. Особенно раздражены оказались представители священной земли Пурпурной Луны. Они прекрасно понимали, насколько опасно позволять Ло Фэну спокойно продолжать совершенствоваться. Мастер Оленьего Жука тоже сразу осознал проблему. Если Ло Фэн продолжит двигаться вперед, пока остальные будут отставать, его преимущество станет все более огромным. Однако теперь никто не мог просто атаковать его. Ло Фэн, напротив, не стал тратить время на противников.
Он вновь сел и продолжил постигать игру носорога Императора. Для него это наследие давно перестало быть обычным сокровищем. От его успеха зависело будущее человечества. Тем временем в виртуальной вселенной люди также внимательно следили за происходящим. Гигантский топор, Повелитель Тьмы, Мастер Ледяной горы, Мастер Далекой пустоты и Мастер Лун-Янь собрались вместе, чтобы обсудить продвижение Ло Фэна. Особенно рад был Гигантский топор. Человечество наконец получило настоящее преимущество. Если Ло Фэн получит наследие Дуань Дун Хэ, судьба человеческой расы может полностью измениться. Однако в виртуальной вселенной находился еще один человек. Ло Фэн не подозревал о его присутствии. Это был учитель происхождения. Будучи создателем виртуальной вселенной, он мог незаметно наблюдать за происходящим. Даже находясь под вечным подавлением, учитель происхождения продолжал совершенствовать свое понимание. Теперь он возлагал большие надежды на Ло Фэна. Человечеству практически не оставалось других возможностей изменить свою судьбу. Если Ло Фэн сможет получить наследие Дуань Дун Хэ, у человеческой расы появится шанс сделать следующий шаг. Поэтому учитель происхождения тоже начал изучать игру носорога Императора. Сам Ло Фэн тем временем изменил метод постижения. Первые 500 лет он практически полностью посвятил игре носорога Императора. Теперь же он решил распределить время иначе. Около 80% сил уходило на игру, а оставшиеся 20% он использовал для изучения секретной техники, скрытой в Девятой бездне. На первый взгляд эти два направления не имели ничего общего. Но Ло Фэн постепенно обнаружил между ними удивительную связь. Игра носорога Императора тренировала способность анализировать, выводить закономерности и постигать сложнейшие структуры. Секретная техника из Девятой бездны позволяла ему смотреть на те же проблемы с совершенно другой стороны. Объединяя оба направления, Ло Фэн начал двигаться быстрее. Он также продолжал периодически тренировать силу воли. Ло Фэн прекрасно понимал, что дальнейшее усиление силы воли позволит ему еще глубже постигать секретные техники. И этот метод действительно дал результат. Первые 1000 стадий потребовали у него около 500 лет, однако дальнейшее продвижение стало значительно быстрее. Тем временем другие кандидаты тоже начали проходить свои пороги. Вскоре вторым кандидатом, достигшим первого требования, стал Синекровавый Почитатель из священной земли Восточного Императора. Его успех особенно удивил остальных, поскольку он был не мастером Вселенной, а вселенским почтенным, находившимся на пороге прорыва к уровню мастера Вселенной. Его понимание законов и невероятная сила воли позволили ему достичь 1000-й стадии и пройти собственный порог. Это позволило священной земле Восточного Императора понять важнейшую особенность испытания. Минимальное требование не было одинаковым для всех. Дуань Дун Хэ оценивал потенциал кандидатов с учетом их уровня. После Синекровавого Почитателя начали появляться и другие прошедшие испытания кандидаты. Некоторые из них были гораздо слабее Ло Фэна по боевой силе, но благодаря своему потенциалу и пониманию игры тоже смогли преодолеть первый порог. Количество защищенных дворцов постепенно увеличивалось. Сначала несколько кандидатов, затем десятки. И вскоре казалось, что преимущество Ло Фэна начинает сокращаться, но человеческие эксперты не собирались паниковать. Гигантский топор лишь сказал, что Ло Фэну нужно дать спокойствие. Наследие не исчезнет за несколько дней, а спешка может только помешать его постижению. Проходили годы. Ло Фэн продолжал двигаться вперед, и в какой-то момент он достиг совершенно нового уровня. Он преодолел второй порог – 2000 стадий. Для истинного бога именно эта отметка считалась первым базовым порогом, поэтому достижение Ло Фэна показывало, насколько далеко он уже ушел от большинства кандидатов. Именно тогда вновь появился Дуань Дун Хэ. На этот раз его голос звучал с явным удовлетворением. Ло Фэн, Млечный Путь, преодолел второй порог. Он постиг 2000 стадий игры носорога Императора. Коридор жизни и смерти мгновенно взорвался обсуждениями. Рядом с Ло Фэном появился новый кристаллический столб, а защищающий его дворец изменился. Золотое сияние стало еще более величественным, а внутри него появились новые оттенки света. Ло Фэн понял, что его статус изменился. Но самое важное объяснение дал сам Дуань Дун Хэ. Кандидаты не делились просто на тех, кто прошел испытание, и тех, кто провалил его. Существовало несколько уровней. Те, кто лишь достиг минимального порога, считались периферийными кандидатами. Преодолевшие следующий порог переходили на более высокий уровень. Далее находились основные кандидаты, а вершиной были наследники. Тот, кто сможет достичь уровня наследника, больше не обязан продолжать борьбу.
Именно он получит наследие Дуань Дун Хэ. Для истинных богов конечной целью оставалась 6000-я стадия. Тот, кто сможет полностью постичь ее, получит наследие напрямую. Теперь все окончательно поняли истинный смысл соревнования. Количество постигнутых стадий показывало не то, сколько времени кандидат потратил на игру. Оно показывало его настоящий потенциал. И Ло Фэн оказался далеко впереди. Его преимущество уже нельзя было объяснить удачей. Дуань Дун Хэ видел в нем исключительный талант к постижению, поэтому шансы Ло Фэна на получение наследия становились во много раз выше, чем у большинства остальных кандидатов. Но Ло Фэн не позволил себе расслабиться. Он понимал, что второй порог — лишь очередной этап. Впереди находились 3-й и 4-й. Возможно, следующий порог действительно находился около 3000 стадий, а затем 4000. Но Ло Фэн не собирался слепо полагаться на эту закономерность. Ему требовалось продолжать двигаться вперед. Наследие Дуань Дун Хэ было совсем близко, но теперь весь Вселенский океан словно объединился против одного человека. Ло Фэн медленно поднял взгляд. Он не собирался отступать. Перед ним оставалась только одна цель — продолжать постигать игру Носорога Императора и двигаться к следующему порогу. Ведь он сражался за будущее человечества. Спасибо за просмотр и всем пока.